Привет, друзья! Сегодня мы действительно научимся делать 8-битное звучание практически любой вашей любимой композиции буквально за 2 минуты. Это видео подойдет тем, кто часто сотрудничает с музыкантами и кому приходится обмениваться идеями и музыкальными наработками не только в рамках одного инструмента, а также не ограничиваясь одной рабочей программой. Но обо всем по порядку. Для начала рассмотрим не очень серьезную, но достаточно функциональную систему Beepbox. Тут можно поиграть в браузере с друзьями и даже поделиться набросками в виде прямой ссылки и работать совместно над одной композицией в режиме реального времени. Это прикольно, быстро, удобно. Beatbox действительно может скрасить несколько вечеров музыкантам как опытным, так и делающим свои первые шаги. Софт также доступен для скачивания и работает в офлайн режиме, используя экспорт и импорт файлов. Идем дальше. Как насчет настоящего нотного стана с хорошо подобранными пиу-пиу звуками? Вы уже заметили, что это жалкая пародия на непревзойденный оригинал? Вспомнили, о чем мы? Это Mario Paint Music. Те, кто играл классическую игру на Super Nintendo в комплекте с мышкой, запомнили шикарные раскраски Йоши и сочинение музыки с помощью серии звуковых эффектов Mario. Музыканты и истинные фанаты Paint Music сделали в этой обработке практически все существующие популярные мелодии в репертуаре от Нирваны до Майкла Джексона, вплоть до современных хитов Билли Айлиш. Pixel Tracker – бесплатная, отличная программа для создания чиптюн музыки, а также музыкальных наработок и экспериментов со звуком. Рекомендую ознакомиться с ней любителям цветных интерфейсов и стильных визуализаций. Еще можно мгновенно открыть LSDJ на портале Windows 93. Переходим по вкладке, открываем окно программы и попадаем в достаточно устаревшую демо-версию Little Sound DJ. Да, это не очень функционально, но намного быстрее и проще, чем даже видео на YouTube показать. Данный ресурс позволяет наглядно продемонстрировать, чем и в какой программе вы занимаетесь. Позалипайте на портале Windows 93, а еще LSDJ буквально на днях стал бесплатным, и вы можете совершенно свободно скачать его на сайте производителя, не заморачиваясь платежными системами и привязками карт к PayPal. Не забудьте поблагодарить авторов донатом, хотя бы в виде $1. Помимо перечисленных программ можно ознакомиться с огромным количеством софта и трекеров для различных платформ на сайте ChipWiki. Если вас интересует что-то конкретное, напишите об этом в комментарии, и, возможно, мы сделаем отдельный ролик по интересующей вас теме. Так, ну а если вы еще не готовы писать ноты самостоятельно,
Тогда давайте рассмотрим формат, с помощью которого музыкальные гаджеты, инструменты и музыканты делятся своими идеями и наработками. Настало время поговорить о MIDI. MIDI – стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными между электронными музыкальными инструментами. Интерфейс позволяет единообразно кодировать в цифровом формате такие данные, как нажатие клавиш, настройки громкости и других акустических параметров, выбор темпа, тембра и тональности с точной привязкой ко времени. В системе кодировок присутствует множество свободных команд, которые производители, программисты и пользователи могут использовать по своему усмотрению. Поэтому данный интерфейс позволяет помимо исполнения музыки синхронизировать управление другим оборудованием, например, осветительным или пиротехническим. Последовательность MIDI-команд может быть записана на любом цифровом носителе в виде файла или передана по каналам связи в реальном времени. Наши любимые приставки Game Boy тоже очень широко используют функционал MIDI. Мы можем отправлять, принимать, воспроизводить, останавливать музыкальный фрагмент, изменять темп, тональность. Для этого нам необходимы клавиатуры, синтезаторы, компьютеры, переходники и специальные устройства, но об этом мы поговорим чуть позже и сделаем большое развернутое видео на тему хардовой составляющей использования MIDI-интерфейса. Сейчас же обо всем по порядку, и пока что мы затронем с вами только софт. Итак, раз с форматом разобрались, переходим к самой интересной части нашего видео. Поговорим с вами о GXSSC. Простой и удобный MIDI-плеер, позволяющий нам воспроизводить любой MIDI-файл в чиптюн звучании. Плюсом данного способа является скорость и простота использования. В отличие от любой современной DAW, будь то Ableton, Renoise или Fruity Loops, где нам придется разделять дорожки, накладывать эквалайзеры, выбирать звуки для предпрослушивания и сводить все в едином спектре, в GX нам будет достаточно просто перетащить MIDI-файл в рабочее окно программы. Читерство! А где же взять все эти популярные композиции? Помните, в начале 2000-х повсеместно были распространены заведения, где люди пели караоке под отвратительную музыку? Вот-вот, это MIDI-формат. На данный момент существует огромное количество MIDI-редакторов, а также сайтов и ресурсов, где это можно бесплатно скачать, даже в каких-либо подборках по алфавиту популярности и тем более по жанрам музыки. Давайте рассмотрим самый простой пример, первую строчку из Google. Вбиваем. Находим интересующий нас трек, скачиваем файл и отправляем в софт. Вуаля! Насчет MIDI, конечно же, это звучит отвратительно в чистом виде. Качество воспроизводимой композиции напрямую зависит от таланта, слуха и желания автора сделать эту композицию более точной. Но в качестве инструмента этот формат будет очень полезен музыкантам, кто постоянно обменивается с коллегами данными, а также для вас, если вдруг вам необходимо сделать кавер или стилистику в аранжировке пиу-пиу, а вы не знаете, с какой стороны подступить к треку. Используя GX, мы можем сразу же представить некий саунд-дизайн и понять, в какую сторону, в каком направлении будет развиваться наша будущая композиция. Конечно же, не стоит полагаться на данный софт, качать MIDI и выпускать альбомы. Звучит это отвратительно, все равно, что GTP слушать. Но знаете, существует поджанр музыки, как MIDI-core. А теперь можем затронуть что-то полезное и действительно серьезное в этом видео, чтобы все-таки оно принесло вам больше пользы, чем просто веселый информативный контент. Чтобы наши треки и мелодии могли работать в другую сторону, например, если кто-то из ваших знакомых или друзей хочет сделать аранжировку вашей написанной уже в LSDJ композиции, то существует ресурс, с помощью которого формат Song можно конвертировать в визуальный HTML или в необходимый нам сегодня MIDI. Формат HTML удобен, если вы будете музицировать с теми, кто умеет читать с листа. Здесь необходимо учесть, что при конвертировании Song в MIDI формат он может отображаться некорректно, если у вас есть большое нагромождение эффектов, значений, параметров и инструментов на одной дорожке. Если вы планируете обмениваться
данными таким способом, то старайтесь разграничивать каждый инструмент на различный канал. Не стоит делать слишком перегруженные шумовые нойз-инструменты, а также совмещать бас-бочку и бас на WAV-канале. А что если отправить MIDI, сконвертированный из LSDJ в GXSSC? Конечно, все это можно сделать в любом современном трекере или рабочей музыкальной DAW, но данный способ, он действительно очень простой и, самое главное, очень быстрый. Мы просто перекидываем файл и смотрим, есть ли потенциал у данной мелодии, данной композиции в аранжировке чипового звучания или нет. Тем самым можно принять решение, тратить ли свое драгоценное время для работы над будущим треком. Надеюсь, это видео было информативно и полезно, вы узнали для себя что-то новенькое. Любите маму и папу, слушайте хорошую музыку, берегите себя. Пока-пока!